Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня вас ждет обзор на компакт Fujifilm X-F10. Ну и в начале ролика я хотел бы сказать, почему долгая такая была пауза между видео на канале. Почти что месяц я ничего не выпускал. Ну, во-первых, по причине того, что после 24 февраля я ходил как будто ударенный пыльным мешком по голове. Ну и потому что я все-таки ожидал, что как-то немножко эта ситуация рассосется. Я очень оптимистичный человек. Но, к сожалению, ситуация только усугубилась. Ну а для блогера и для техноблогера она вообще катастрофически ухудшилась. Потому что, например, даже такая мелочь, как то, что Инстаграм теперь считается экстремистской организацией, это, конечно, грустно. Но вот то, что YouTube вообще полностью приостановил монетизацию для российских блогеров, вот это вообще-то гораздо грустнее. Ну и плюс ко всему, цены на всю технику, даже на вторичном рынке, взлетели просто до небес, потому что, ну, вообще-то никто больше сюда, ну, на текущий момент, по крайней мере, не поставляет. Ну, а я вот такой горе-блогер с небольшим каналом, работаю вообще-то на обычной среднестатистической работе, и фотографий никаких миллионов не зарабатываю. Я очень редко участвую в какой-то коммерции, потому что в большинстве случаев мне просто это неинтересно, я не хочу снимать какое-то говно неинтересное и скучное. Вы же не хотите, чтобы я в обоссанном подъезде какие-нибудь выкупы снимал или ебучие свадьбы, это просто омерзительно. По меркам Санкт-Петербурга зарплата у меня, я бы не сказал, что высокая, даже и не средняя. Ну и последние пару лет 2/3 своей скромной зарплаты я тратил на развитие небольшое своего канала, потихоньку его как-то развивал, разнообразил, улучшал качество картинки и звука. Как вы видите, довольно приличный свет, довольно приличный звук. Ну и монетизация, которая шла с рекламы, показываемой на YouTube, она немножечко грела душу. То есть не то, чтобы с нее какие-то великие деньги капали, там, ну, я не знаю даже сколько у меня, там 30-40 максимум, может, долларов там в месяц притекало. Это совершенно ничтожная сумма. Но все равно это было приятно, это как немножко мотивировало развиваться, увеличивать просмотры и так далее. Вот последний раз какие-то там 150 баксов мне капнули с Ютуба до того, как отключилась вот эта вся монетизация. На эти деньги я, естественно, тут же купил объектив, который у меня просили обозреть мои подписчики. Объектив для микро 4/3, но спойлерить не буду. Ну и сейчас у меня есть некоторый запас камер интересных для того, чтобы их обозреть. И я могу делать по инерции еще какое-то время обзоры на чистом энтузиазме, но в современных реалиях уже очень скоро может оказаться судьба этого канала под большим вопросом, потому как выбор встанет между тем, чтобы у меня была еда в холодильнике, и тем, чтобы у меня был контент на канале. И, естественно, физиология, как обычно, банально победит творчество. Так что я сейчас всерьез подумываю, не создать ли мне страничку на Boosty, на которую могли бы подписаться некоторые лояльные подписчики мои, и, возможно, как-то смогли бы меня поддержать своими небольшими подаяниями. Напишите в комментариях, что думаете по поводу такого вот способа выживания моего канала и вообще меня, наверное, как свободного такого вольного творца. Если есть какие-то мысли на этот счет, помимо Boosty, может, еще какие-то есть советы, как попытаться монетизироваться и выжить, и не загнулась, чтобы вся эта моя затея, пожалуйста, welcome, пишите в комментарии свои мысли, я обязательно все прочитаю, всем отвечу. Ну, хватит о грустном, давайте вернемся к обзору на X-F10, тем более, что этот обзор я уже очень давно обещаю. Неоднократно во многих обзорах на камеры, у которых был фиксированный объектив 28 мм, ну или его эквивалент, и я постоянно упоминал X-F10 и говорил о том, как она мне не нравится. Я на X-F10 не снимал, лишь пару раз ее в руках повертел, мне как-то материалы не особо понравились, из которых она сделана, не понравилось какой там фокус. Ну, это такой вот поверхностное у меня впечатление сложилось о том, что камера не слишком-то хороша, мягко говоря. Но, к счастью, нашелся подписчик, который смог предоставить мне эту камеру для обзора, и я, признаться, поменял свое мнение. После реального использования X-F10 я не то чтобы забыл о каких-то очевидных недостатках этой камеры, они никуда не делись, в общем-то, но я все же обратил внимание на то, как эти недостатки чутка померкли на фоне имеющихся достоинств. Да, я могу менять свое мнение под напором
реальных фактов каких-то, а не примитивных инстинктов. Наверное, это называется рациональное мышление. Это и отличает меня от какого-то животного или от электората Путина. Вполне возможно, что мое первоначальное негативное мнение об этой камере было основано на том, что я ожидал от нее развития каких-то идей, которые были заложены в X70, предыдущий компактный фотоаппарат с эквивалентом 28 мм у фуджиков. И да, фокусное расстояние осталось такое же, в общем-то, объектив там вообще точно такой же. Но по факту это совершенно другой фотоаппарат, с совершенно другой философией. У него радикально отличается то, как он управляется, и неправильно с моей стороны, пожалуй, было сравнивать его с X70, и даже сравнивать его с Ricoh GR тоже было не совсем верно. Хотя, конечно, избежать сравнений будет практически нереально, потому что у них похожий спектр применений. Но не будем забегать вперед, давайте пойдем по порядку. Сначала я расскажу вам про то, как камера ощущается в руках, где у нее кнопочки какие. Ну, я думаю, на превьюшке ролика вы уже и так увидели, что у меня на обзоре оказалось XF10 в интересной расцветке. Хват тут покрыт коричневым таким закосом под кожу. Ну, это, скорее всего, резина. Но она приятная достаточно на ощупь, и текстура у нее довольно симпатичная. Ну, а корпус камеры имеет такой цвет, который сами Fujifilm прозвали шампань. Выглядит, конечно, такой золотистый цвет немного похабно, как несколько лет назад у айфонов такие подобные золотистые цвета были. Не знаю, мне такое не очень нравится. Но зато все равно повеселее, чем просто черный, например, банально. Камера в руке, кстати говоря, лежит отлично. Спереди довольно неплохой маленький выступ. Тут большой и не нужен, потому что и так удобно держать. Сзади есть неплохой выступ под большой палец. При этом камера прилично легче, чем X70 та же, но все еще тяжелее, чем Ricoh GR, конечно. Варианта крепления на шейный ремешок тут не предусмотрено. Только один вот тут вот такой крепеж для кистевого. Но, правда, фуджики не особо продумали этот момент, потому что того же GR можно прикрепить этот ремешок, чтобы он меньше мешал камеру в руках перехватывать вот сюда. То есть, если внизу ремешок крепится, гораздо удобнее, просто многократно удобнее. Когда здесь он находится, вот ты его, ну, как бы теребишь большим пальцем, если как-нибудь камеру перехватываешь, он тебе может мешаться, может, ну, короче, может застопорить немножко твою деятельность. Ну, это не критично, но все же удобнее, когда ремешок крепится вот здесь. Ну ладно, давайте быстренько пробежимся по немногочисленному такому небольшому количеству органов управления. Сверху у камеры нет горячего башмака. Башмак отсутствует, но есть зато встроенная слабенькая вспышечка вот здесь вот спереди. Ну, такая же, в общем-то, как у X70, она, по-моему, идентична ей. Зато присутствует нормальное колесо для выбора режимов, что фуджикам вообще не свойственно. Обычно с их ретро-закосами тут находится колесико выдержки выбора. Ну, это одна из первых камер, где Fuji отказались от такого уже опостылевшего всем дизайна. Тут есть также 3 программируемых колесика. Раз, два, три. И у подписчика, который дал мне эту камеру на обзор, у него по умолчанию все настроено просто отлично, очень удобно. Колесико вокруг кнопки спуска, оно отвечает за диафрагму. Как раз вот сейчас в приоритете диафрагмы, когда находимся. Второе колесико вот здесь, оно, кстати, не выступает за пределы корпуса и довольно тугое, то есть его сбить очень сложно. Оно отвечает за экспокоррекцию. Колесико вокруг объектива, к сожалению, оно без каких-либо щелчков, плавно просто крутится. Оно отвечает у нас в данном случае за настройку ISO. И я как раз никогда не юзал колесико выдержки, которое обычно у фуджиков вот здесь, по простой причине, потому что проще выставить несколько пресетов в настройках ISO. Ну, то есть ты для разных ситуаций, например, условно там какой-нибудь ISO номер 1 у тебя будет там короткие выдержки какие-нибудь от 1/100. Ну, а ISO 2, например, там 1/30, 1/25, я не знаю, такие вот выдержки, соответствующие, в общем, примерно фокусному расстоянию этого объектива. То есть такие, которые ты сможешь все-таки с рук сделать, при том, что здесь стабилизатора, естественно, никакого ни на матрице, ни оптического нет. Но 1/30 совершенно спокойно можно делать на вот эти вот маленькие компактные камеры с рук. Ну, если ты, конечно, до этого не бухал, и у тебя нет какого-то припадка эпилептического. Ну, думаю, что такое кнопка On-Off объяснять вам не надо. Тут и сами разберетесь.
Сзади у нас кнопочка корзинка /драйв, то есть протяжка и просмотра отснятого материала. Эти две кнопки расположены абсолютно так же, как у X70 были. Других органов управления, как видите, тут немного. Есть парочка программируемых кнопок. Вот здесь одна и вот здесь еще вторая. На них можно повесить разные функции, какие вам захочется. Также тут есть кнопка вызова обычного меню. Вот она, меню и ок совмещающая. Также тут есть кнопка дисплей и назад. Ну, дисплей, естественно, там то, что будет отображаться, регулирует. Назад, это когда в меню оперируешь, чтобы можно было вернуться быстро назад. Хотя можно и джойстиком, на самом деле, возвращаться. Также есть кнопка для доступа к быстрому меню, Q кнопочка. Ну, это у всех Fuji имеется. Вся основная навигация осуществляется только вот этим маленьким джойстиком. Он, в принципе, хоть и маленький и убогонький, но им вполне удобно управлять. Например, какой-нибудь X Pro 2, которая у меня была, вот примерно такой же там джойстик был, мне вполне комфортно управлять, ну, хотя там и другие кнопки были. Также можно добавить какие-либо функции жестов на этот экранчик, то есть, допустим, вот вверх, вниз, вбок. То есть ты можешь настраивать разные варианты настроек. Например, в данном случае здесь снапшот включается с 2 метров и вот выключается. Просто обычными жестами, как на каком-нибудь мобильном телефоне. Что, в общем, тоже не так уж и плохо. Дисплей по качеству мало отличается от того, что был в X70. Он не очень яркий со стандартными настройками, но можно повысить яркость вручную, и тогда будет вполне нормально даже в солнечный день. К сожалению, он не имеет механизма подъема, то есть он просто здесь жестко зафиксирован, в отличие от той же, собственно, X70, с которой мы беспрерывно будем сравнивать, потому что, ну, блин, эта камера вышла после нее, и мне казалось, что она будет ее развитием, хотя в чем-то она лучше, чем X70, все же стоит признать, но в большинстве функций она как бы по функционалу несколько урезанная и более дешевая, что ли. То есть не ощущается такой премиальной вещью. Слева у нас ничего нет на грани. Справа под довольно хлипкой крышечкой пластиковой у нас скрываются основные разъемы. Это почему-то сильно очень любимый Fujifilm 2.5 джек, что все-таки позволяет записать приличный звук, если вы запаритесь с переходником. Тут есть микро HDMI, также для вывода картинки. Ну и убогенький микро USB, а не Type-C. И он очень долго копирует с камеры фотки. Они получаются довольно такими жирненькими, не маленькими. Файлы тут увесистые, так что копировать реально запарно с этого разъема. Иногда проще, если у тебя гораздо более быстрый кардридер, просто с SD-карты скинуть через него. Снизу ничего здесь экстраординарного. Штативный крепеж, довольно хорошо закрепленный, который, естественно, помешает заменить батарею, пока на нем будет надета площадка. Смещен он от оси объектива чуть-чуть в сторону. Под крышкой тут у нас батарейка и карта памяти. Крышка объектива не столь шикарная, как у X100 серии или там у X70. Ну, она не сверху надевается, не какая-то металлическая, а просто пластиковая с обычными стандартными зажимами и с таким вот дурацким хвостиком для тех, кому нравится, чтобы у них что-то вот вокруг болталось. Объектив абсолютно точно такой же, как у X70, со всеми плюсами, со всеми минусами. Можете мое сравнение его с Ricoh GR2 посмотреть в обзоре на X70, собственно. Только тут нет колесика диафрагмы вокруг объектива и нет возможности накрутить бленду или какой-либо светофильтр, то есть никакой резьбы тут нигде нет. Что, несомненно, минус, так как этот объектив очень не любит боковую засветку. При жестком боковом свете он очень сильно теряет контраст и может ловить блики. Зато при включении камеры он не сильно там уж там как-то выдвигается наружу, так и при фокусировке он лишь слегка как-то елозит туда-сюда. Отдельного макрорежима тут нет, как и у X70, ну так как камера и так фокусируется с 10 сантиметров. И несмотря на то, что к объективу нельзя прикрепить ни светофильтры, ни бленду, ни какой-либо широкоугольный переходник, как это бывало на X70 той же, и несмотря на то, что объектив все так же очень сильно теряет контраст при боковой засветке, да просто чудовищно теряет, все
все же внутрикамерно отлично, просто прекрасно исправляются многие другие оптические дефекты. Никаких тебе хроматических аберраций, никакой дисторсии чрезмерной, никакого виньетирования. Это все исправлено просто отлично. Единственная неравномерность, которую невозможно исправить программно, это все-таки очень фиговенькая резкость по краям кадра. Но в большей степени это касается, конечно, съемки на открытой диафрагме, потому что на f2.8 углы и вообще края кадра просто кошмарные, середина вообще отличная, вот прям буквально только-только самый центр кадра. Все остальное абсолютное дерьмище, на мой взгляд. На f4 ситуация чуть-чуть улучшается, середина, как бы кружок того пространства, которое выглядит красиво, становится получше, но края все же довольно дерьмовенькие. И вот более-менее выравнивается ситуация где-то на f5.6 и дальше. Но не сильно далеко, потому что дальше уже начинается дифракция, и там уже вся картинка плывет. В принципе, ситуация примерно такая же, как и у X70. И плюс ко всему здесь также вот эта глубина резко изображенного пространства, гриб так называемая, она не ровная, похоже, что не плоская, а выпуклая. И вот отчасти и это еще влияет на то, что углы кажутся гораздо хуже, чем середина. Хотя, если опять же отбросить какие-то сравнения с отличнейшими объективами какого-нибудь Nikon Coolpix A или Ricoh GR, то картинка все же у XF10 стала более детализированная, более резкая, что ли. Но в основном не за счет улучшения какого-то в объективе, а за счет того, что просто стало больше мегапикселов. Здесь уже установлена новая матрица на 24 мегапикселя, при этом не X-Trans, а с обычным байеровским расположением цветных фильтров. По техническим характеристикам, примерно, на мой взгляд, опять же, приблизительно такая же матрица, как на Sony A6300. Говорю приблизительно, потому что Sony, что Fujifilm не указывают конкретно, какая матрица у них находится в данный момент в камере. Вот этот вот индекс не указывает, а MX такая-то матрица стоит вот здесь. Нет, такого они не пишут, можно только догадываться по каким-то косвенным параметрам. Примерно по шумам, по динамическому диапазону можно судить, какая там матрица. Ну, если ты снимал на много разных камер, ты можешь примерно прикинуть, что да, вообще-то она очень похоже по поведению на другой какой-то камере от другого производителя. Но завяжем с этими гаданиями, что точно можно сказать, матрица реально является одним из достоинств этой камеры. У этого сенсора, хоть он и крупнутый, отличный динамический диапазон, очень большое количество деталей сохраняется и в тенях, и в цветах. Тянется картинка очень прилично. И при этом можно очень так смело относиться к показателям ISO, потому что до 1600 вообще практически никакой деградации изображения нет, то есть там ни цвета не плывут, ни какой-то шум заметный особо не появляется. И при этом я думаю, что пороговым значением при такой приличной более-менее картинке это где-то 3200 является, но да, ISO придется
все-таки на этой камере поднимать, так как при съемке в темное время суток тебе в любом случае придется что-то делать с выдержкой, потому что ты ее длиннее, чем 1/30, наверное, не сможешь поставить, потому что у камеры нет стабилизатора ни на матрице, ни в объективе. Так что, ну, придется тогда задирать ISO. Ну и открывать, естественно, диафрагму до f2.8, от чего картинка, в общем-то, пострадает. Но, как бы, если есть выбор сделать кадр или не сделать, то ты в любом случае пойдешь на какие-то уступки. Можно, конечно, попробовать картинку, если это в каком-то замкнутом пространстве или что-то от тебя не сильно далеко, подсветить вспышкой, но вспышка довольно дохленькая. Вот пример, какой я сделал в заброшке. Что характерно, и цвета камера выдает тоже чаще всего приятные, гораздо приятнее, чем на многих экстрансах того же периода, который я видел. Да, иногда она немножко промахивается по балансу белого, когда снимаешь людей. Бывает, что чутка поросячие цвета лиц делает. Но это такая болячка, которая свойственна в последнее время что Panasonic, что Sony, что Fujicom. Но все же большая часть снимков требует вообще очень минимального какого-то воздействия на них уже на постобработке. Скорость фокусировки осталась примерно на том же уровне, как она была и у X70. Ну, объектив, в общем-то, тот же. Здесь та же устаревшая конструкция, те же старенькие приводы, которые зачем-то линзы туда-сюда гоняют бешено и гораздо медленнее, чем тебе хотелось бы. Но для стрит-фотографии вполне эта камера годится, потому что все-таки у тебя глубина резкости довольно большая. И даже если ты чутка промахнулся автофокусом, ничего страшного. Все равно все выглядит более-менее прилично. Ну и, наконец-то, фуджики добавили в свою камеру снапшоты, возможность сделать без фокусировки с предустановленной глубиной резкости фоточки сразу, просто нажав на спуск. Как это часто делают люди на Ricoh GR. Такой способ фокусировки, выставленный заранее вручную, естественно, очень хорошо помогает, особенно если ты снимаешь чаще от бедра, нежели так, чтобы люди понимали, что ты вообще их снимаешь. Также положительным качеством, которое сказывается на стрит-фотографии, я считаю ее небольшие размеры и довольно нелепый цвет в моем случае. Потому что, во-первых, люди чаще всего вообще не видят у тебя камеру эту в руках, а если видят, то они не особо расстраиваются, если их кто-то снимает на какую-то дурацкую золотистую мыльницу. Мне на XF10 понравилось снимать практически вообще все подряд. Я снимал вот все, что только мне на глаза попадется, и мне было вполне комфортно ею пользоваться. И это отличная камера, если тебе хочется большего качества, чем у современных смартфонов. Отличная камера как раз-таки для кармана. Да, по ряду характеристик она жестко всирает что современному Ricoh GR3, что старому GR2. Тут у нее нет и стабилизатора никакого, ни на матрице, ни на оптике. Здесь у нее нет и ни возможности надеть аксессуары, ни горячего башмака. И фокус у нее гораздо медленнее, если это очень критичным является для кого-то. Да, и картинка по резкости значительно хуже, чем у любого GR. Но она при этом и стоит в несколько раз дешевле. При этом она, я бы не сказал, что в столько же раз хуже, чем Ricoh GR. Я бы описал эту камеру емкой такой мемной фразой, которая чаще всего применяется к продукции Xiaomi.
топ за свои деньги. Если тебе нужен предельно крутой, просто ультимативный компакт для кармана, то да, ты, конечно, идешь и покупаешь себе Ricoh GR. Но если тебя устроит потерпеть ряд небольших каких-то минимальных ограничений в твоих возможностях, но при этом будет картинка, ну, незначительно хуже, и вообще, в принципе, это будет незначительно худший результат конечный, то неплохой вариант это как раз-таки Fujifilm X-F10. Дешевле этого фотоаппарата и по ощущениям такой близкий мне по опыту, наверное, это только Nikon Coolpix-A. Ну и давайте с вами подытожим. После того, как я нормально попользовался Fujifilm X-F10, я могу сказать, что это далеко не худшая альтернатива для Ricoh GR. И пока я этой камерой пользовался, я чаще испытывал все-таки положительные какие-то эмоции, нежели негативные. Ну, я надеюсь, мой обзор оказался для вас полезен. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Также напишите свои мысли в комментариях о том, как выжить каналу. Может быть, готовы ли вы поддержать этот канал в будущем. Ну, надеюсь, что до новых встреч. Пока.